Здравствуйте, друзья! В эфире Геоэнергетика Инфо. С вами Максим Радайкин и сегодняшний мой собеседник Владимир Бобылев, главный редактор портала «Нефть и Капитал». Владимир, здравствуйте! Здравствуйте, Максим. В последнее время зарубежные СМИ все чаще вспоминают о северных потоках. Так, в Германии призывают запустить уцелевшую нитку Северного потока, а инвестор из США прорывается приобрести всю инфраструктуру Nord Stream. В наших же СМИ начали появляться информация, что трубы СП развернут на Калининград. Возможно ли это технически? Куда можно экспортировать, либо нарастить потребление в самом аванпосте России? Вам слово. Технически можно сделать все, вопрос только в том, сколько ресурсов для этого придется потратить. Начнем, пожалуй, с выступлений российских депутатов, которые заявляли о том, что хорошо было бы запустить Северный поток хотя бы до Калининграда, сделать ответвленницы от этой трубы, проложить трубу в Калининград, пустить туда газ, собственно говоря, чтобы облегчить снабжение газом, как вы правильно сказали, нашего аванпоста в окружении западных недружественных стран. Другое дело, что те люди, которые сейчас это предлагают, они забыли, как строился Северный поток. Я напомню, какое количество мытарств бюрократических пришлось пройти компании Nord Stream для того, чтобы получить все необходимые разрешения и согласования для строительства трубы по дну Балтики. И я еще напомню вот те метания российских трубоукладчиков, которые переходили с базы на базу, там работали в одном месте, потом в другом, а здесь было нельзя, а теперь можно, а теперь вам нужно еще одно согласование, еще одна бумажка, а теперь возмутились датские экологи, а что это там происходит в нашем секторе Балтики, будьте любезны, объяснитесь, а пока все объяснялись, проводили какие-то слушания, согласования, очередные заседания, работа стояла. Вот, собственно говоря, для того, чтобы снабдить Калининград газом, весь этот путь придется пройти по новой. И более того, я напомню, что Северный поток не просто так лежит на дне Балтийского моря и просто не эксплуатируется, он взорван. То есть, соответственно, объем повреждений этой трубы, он достаточно велик, она заполнена морской водой. Соответственно, для того, чтобы запустить поставки газа на Калининград, вдумайтесь, придется, соответственно, начать ремонт этой трубы, что, собственно говоря, для подземных, вернее, подводных работ, это, в общем, масштабные сроки и не менее масштабные деньги. Особенно с учетом того, что строил Северный поток консорциум из целого ряда компаний, а теперь «Газпрому» придется делать это самостоятельно. Ну и плюс ко всему напомню, что за это время в мире много что поменялось. Мы можем опираться только на свои технологии, потому что помогать нам технологически строить ответвление на Калининград никто, естественно, не будет. Плюс ко всему, с учетом санкционного режима, в котором находится Россия, я думаю, те страны на территории, ну, как бы на территории дна которых проходит Северный поток, предпримут максимум усилий для того, чтобы не дать это сделать. Ну и плюс ко всему, сейчас опираться можно только на свои финансовые силы, и вряд ли какие-то иностранные банки профинансируют эти работы, что, кстати, было, когда строился Северный поток. Поэтому получается, что если так вот по затратам ресурсов сравнить то, как снабжается Калининград газом сейчас, а он сейчас снабжается через, ну, при помощи СПГ, через плавучие хранилища, через плавучий фактически газовый завод. Если же вот так вот гипотетически предположить, что вот, несмотря на все эти препятствия, удастся запустить Северный поток в сторону Калининграда, то, наверное, по уровню затрат проще будет возить газ баллонами в самолет. По цене, наверное, это будет то же самое. Ну, поэтому, наверное, рассматривать возможность поворота на Калининград вот этой вот экспортной трубы, которая рассчитана на поставки там порядка 40 миллиардов кубометров, и вот делать ответвление на Калининград, который потребляет явно значительно меньше, наверное, это экономически нецелесообразно вообще. А что касается интереса американского инвестора к восстановлению Северного потока, то это любопытная история.
Здесь может получиться вполне забавная экономическая комбинация. Ну, естественно, мы рассматриваем ее гипотетически. В данном случае необходима воля нового президента США Трампа, который вступит уже окончательно в свои права 20 января. Но исходя из того, что заявляет Трамп и какие оригинальные высказывания он делает по перспективам прекращения войны на Украине, сотрудничества с Россией, там, борьбы с Китаем, там, захвата Гренландии путем нападения на Данию и так далее, и так далее, от него, конечно, можно ожидать всякого. И вполне реальной может выглядеть такая на данном этапе гипотетическая и оригинальная мысль. То есть США действительно приобретают Северный поток. Ну, собственно, у них проблем с его восстановлением не будет, потому что и финансово, и технологически они смогут это сделать, плюс им, естественно, будет сформирован режим наибольшего благоприятствования в Балтийском море для того, чтобы выполнить эти работы. Ну, а дальше может получиться вполне оригинально. Собственно говоря, такую схему мы наблюдаем, опять же, пока гипотетически, но кто знает, насколько реальной она будет, и определенные надежды на то, что реальность этой схемы становится все более возможной, это есть. Я в данном случае имею в виду прекращение транзита российского газа через Украину, и в тот момент, когда, ну, собственно говоря, стало понятно, что подготовить новое соглашение не успеют, как раз и появились разговоры о том, что, может быть, словацкая компания заключит договор с «Газпромом» на закупку газа, и, собственно, через Украину пойдет уже не российский газ, а словацкий. Ну, тем более, что такие схемы мы уже проходили в 2022 году, когда из-за санкций, соответственно, возникли большие проблемы с поставками российской нефти, и на рынке появилась латвийская смесь нефтяная и даже бельгийская. Ну, хотя кого мы пытаемся обмануть, все знают, что в Бельгии нефти нет. А вот бельгийская нефть была. Ну, поэтому, собственно говоря, словацкий газ на территории Украины вполне мог появиться. Так почему же по дну Балтийского моря, по восстановленному Северному потоку, не может пойти, например, американский газ? Ну, или какой-нибудь европейский. Почему бы и нет? То есть чисто теоретически американская или европейская компания, как и в случае с транзитом российского газа, например, закупает где-то там на точке входа в Балтику российский газ, ну или, собственно говоря, прямо на устье скважины. И дальше этот газ становится уже не злобным тоталитарным российским газом, а прекрасным белым пушистым американским. При этом, соответственно, никто же не мешает американской компании, которая будет закупать этот газ, пообщаться с «Газпромом» и сказать, что, ой, сколько у нас там газ сейчас стоит в Европе-то? $500 за 1000 кубометров? Прекрасно. Давайте мы у вас купим там за 300. Ну, а, собственно говоря, Европа, сколько у вас газ? 500? Ну, давайте за 499,99 мы вам его и продадим. То есть, в принципе, на данном этапе схема выглядит, конечно, фантастически, но с учетом того, что действительно Трамп фигура непредсказуемая, кто знает. Такой вопрос. Очень много сломано копий о том, что это вроде как наши потоки, Россия так много денег в них вложила, но говорят, что Россия в принципе-то окупила свои вложения за счет скачков цен на газ. И это под продажа северных потоков американцев, это будет ли какой-то финансовой потерей, либо это выгодно Российской Федерации? Ну, прежде всего, я напомню, что сейчас Северный поток представляет собой ржавые трубы, заполненные морской водой, лежащие на дне Балтийского моря, а также а, газотранспортную инфраструктуру, призванную там создавать давление, обеспечить там электрическое напряжение для того, чтобы работали насосы, которые создают давление. То есть сейчас вся эта инфраструктура не работает. То есть фактически для нас сейчас ценность этой инфраструктуры равна нулю.
Поэтому если кто-то ее готов купить, мы в любом случае выигрываем, потому что сейчас пока мы только проигрываем, потому что это имущество лежит мертвым грузом. Ну и плюс ко всему, действительно, во-первых, цены на газ, а во-вторых, опять же, Северный поток строился консорциумом компаний, и так или иначе все они участвовали в инвестировании в это строительство. Поэтому говорить о том, что Россия одна, что называется, в одно лицо вывезла эту стройку, ну, это совершенно неправильно. Финансировали это все сообразно долям в этом консорциуме. Поэтому в любом случае, если мы продаем эту инфраструктуру, мы в любом случае выигрываем. Ну, и если действительно так сложится, что мы ее продадим, то мы, скорее всего, выигрывать будем и дальше, потому что трудно предположить, что этот американский инвестор покупает Северный поток только для того, чтобы поднять трубы с дна Балтики и сдать металлолом. То есть, если он покупает трубы, значит, скорее всего, по ним пойдет газ. А с учетом того, под какой газ строился Северный поток, ну, тут мало вариантов. Другого газа, кроме как российский, в этих трубах не может оказаться. А нужно ли вообще Европе такое количество газа? Потому что вот по последним годам мы видим о том, что потребление в Европе все снижается и снижается. Видать, правда экономят. Совершенно верно. Европа экономит газ по целому ряду причин. Во-первых, газ нынче дорог, и действительно, ну, это стоит денег, и возникает вопрос, а ради чего платить эти деньги? Потому что, опять же, в силу дороговизны ну, энергетики в широком смысле этого слова, потому что Европа старательно отрубает от себя все российские энергетические потоки. Ну, а, собственно говоря, что скрывать, именно российские энергетические потоки обходились Европе наиболее дешево из всех остальных видов поставок нефти и газа из других стран, с других континентов. Ну, газ дорожает, соответственно, стоимость продукции, производимой европейскими компаниями, тоже дорожает, она становится менее конкурентоспособной. Соответственно, часть европейских предприятий уже задумывается, а некоторые уже не задумываются, а начали переезд в другие страны, где энергетика более дешева. И более того, тут Европе основательно подгадили их давние партнеры, собственно говоря, США, которые благодаря режиму наибольшего благоприятствования стали создавать условия для того, чтобы европейская промышленность, особенно связанная с высокими технологиями и с возобновляемыми источниками энергии, начала потихонечку переезжать в Штаты. Ну вот такой знаковый пример для Германии, например, когда компания Volkswagen говорит, что мы больше не будем работать в Германии, потому что в Германии с энергетической точки зрения это дорого, и мы переедем в Азию. То есть вот этот вот символ, можно сказать, германского благополучия, там Volkswagen берет и уезжает из своей родной страны, потому что там работать дорого. Ну и, соответственно, затраты растут, потому что существенную часть газа начинает потреблять не промышленность, а население. Ну, а, собственно говоря, население это не такой платежеспособный спрос, как промышленность. Ну и плюс ко всему, в силу такого вот достаточно существенного энергетического кризисного состояния, правительство многих европейских стран вынуждено субсидировать поставки газа и энергии для населения. То есть фактически этот газ и та нефть, которая приходит в страны Европы, она не зарабатывает, она не является средством производства какого-то продукта с добавленной стоимостью. Она просто идет на отопление, и более того, платит за это государство. Поэтому действительно, да, объемы поставок газа снижаются, и столько газа, сколько нужно было Европе раньше, ей уже не нужно. Но, по крайней мере, хотя бы за счет поставок из России, ну, за счет более короткого плеча и более выгодной инфраструктуры. Потому что, опять же, если мы говорим о поставках газа, то самый дешевый вариант – это труба. И здесь, собственно, труба всегда была и будет самым дешевым способом доставки газа до потребителей. Ну а сейчас получается, что даже несмотря на изобилие труб, связывающих Европу с другими континентами, напомню, что крупнейшим поставщиком газа в Европе являются США.
Ну, а, собственно говоря, американский газ – это не труба, это СПГ, это более дорогое производство, это, естественно, более дорогая поставка, поэтому дешевого газа Европа, ну, если только, опять же, вдруг не случится чудо, и Европа не обратится к России и скажет: ой, мы были неправы, давайте вернем все как было, но дешевого газа Европа больше никогда не увидит. Владимир, большое спасибо за комментарий. Друзья, подписываемся на Нефтекапитал. Обязательно ссылка будет в описании и закрепленном комментарии. Там же будут реквизиты, геоэнергетика и инфо для финансовой помощи проекту, чтобы мы и дальше также бодро вещали на всех площадках без монетизации. Спасибо, до новых встреч.